Дорогие друзья, сегодня в ремонте компьютер Gigabyte. Вот такой модели. Здесь видно. G5. Эти винтики, которые находятся вот здесь и вот здесь, они длиннее, чем все остальные. То есть только их мы ставим туда. Если сравнить их с другими винтиками, вот смотрите, разные размеры. Проблема состоит в том, что компьютер самопроизвольно выключается. И это происходит из-за перегрева. Поэтому мы сегодня будем полностью разбирать кулер, чистить вентиляторы от пыли и менять термопасту. Батарейку я уже снял, она отстегивается в данной модели. Вот она вот так отстегивается очень легко. Смотрите, как вы отстегиваете ее. Просто есть два клипса. Вот так тут замочек. Тут замочек. Его нужно сначала отстегнуть вот так, а затем сделать вот так и поднять батарею. Вот и все, батарея снята. Для того, чтобы его разобрать, вам понадобится вот такой инструмент. Разбираем. Значит, откуда мы начнем? Так. Дорогие друзья, обратите внимание, вы его открываете отсюда. Отсюда начинаете и вот так делаете. Смотрите. Аккуратненько открываете его. Так. Открываем. Есть тоже. О. Вот так вот. Тихонечку. Так, с этой стороны тоже надо. С другой стороны. Так. Открываем. Так, это показываем, чтобы было видно. Мама родная, смотрите, сколько тут пыли. Пыль на крышке. Ничего себе, сколько пыли здесь. Что у нас творится здесь? Давайте посмотрим. Вот, видите, сколько тут пыли. Сейчас мы будем ее чистить. Видно? Все видно, да? Смотрите, еще волосы есть. Это, скорее всего, дома кошка или собака. Для того, чтобы почистить это дело, вам понадобится что-то вроде этого. Это был и пылесос, и
дувка, или как это называть грамотно. Здесь я сделал небольшой самодельный фильтр для того, чтобы пыль не попадала вовнутрь. Здесь я залил горячим клеем, потому что при чистке эта пластиковая трубка постоянно ломалась. Мне это надоело, я решил просто ее намертво заклеить, чтобы у меня больше не было проблем с поломками. Винтики, которые держат вентилятор, они отличаются от всех других винтиков. Просто это учтите. Так, тут есть пломба. Мы просто протыкаем ее отверткой, не надо, можем ее не снимать. Я начал 4, 3, 2, 1. Так, я открываю. 4, 3, 2, 1. Вы можете открывать 1, 2, 3, 4. То же самое абсолютно. Главное, чтобы открывать их не 4, а потом 1, или не 4, а потом 2, а наискосок. Это очень важно, потому что тогда вы предотвращаете такую ситуацию, что сколется кристалл процессора или видеокарты. Так, все. Раскручиваем. Тоже наискосок. Тут пломба. Мы тоже ее протыкаем просто. Если хотите, вы можете ее снять с помощью фена, но это лишнее ненужное действие. Они нам не нужны, эти действия не нужны. Так, тут еще есть винтик, который держит вентилятор. Его откручиваем. Теперь проверяем, какие винтики мы еще не открутили. Вот здесь мы еще не открутили винтик. Откручиваем его. Наша задача сейчас снять полностью весь кулер. Снять полностью весь кулер. Чтобы его полностью снять, надо также отключить отключить питание вентилятора от материнской платы. Отключить этот вентилятор и этот. Отключаем. Желательно использовать пинцет. Почему пинцет? Ну, это более безопаснее, потому что некоторые просто рвут кабель и оставляют пластик внутри. Этого делать не надо. Допускать этого не надо, особенно если вы новичок, и вы никогда не разбирали ноутбуки, и у вас нет ощущения, вы не чувствуете, порвется он или не порвется, то вам следует использовать вот такой пинцет, обычный пинцет. Как вы его используете? Вы смотрите, сейчас я приближу. Сейчас вам приближу. Обратите внимание, как это делается. Смотрите, очень просто. Берете вот так, крепко держите пинцетом и поднимаете. Покачиваем. Вот и все. Вот вы и разобрали его. И с другой стороны то же самое делаете. С другой стороны нам нужно вот с этой стороны так его взять. Сейчас, секундочку. И ой, пинцет погнулся, он уже сколько раз я его уже использовал, он уже такой старый. Надо его поменять. Вот так вот вы делаете тоже покачивание.
покачиваем и снимаете. Поднимаете. Ну вот он уже снялся. Уже не надо. Все. Есть. Вентилятор мы сняли. Осталось просто поднять весь кулер с вентиляторами. Поднимать его нужно очень аккуратно. Если вдруг он не снимается, не пытайтесь его снять силой. Потому что, знаете, в чем дело? Иногда бывает, что термопаста, она окаменевает и очень плотно приклеивается процессор в видеокарте. Надо быть очень осторожным, чтобы не сбить углы процессора и видеокарты. Так нужно делать в любом ноутбуке. Абсолютно в любом. Ну, этот ноутбук, он не такой уж и старый, в принципе. Я считаю, что видеокарта, термопаста не приклеилась на нем так мощно, что можно сломать кристалл процессора или видеокарты. Повредить, в смысле. Сейчас посмотрим. Вентиляторы нет. Видите? И внимательность. Ну, не помешала камера. Смотрите. Убираем этот винт. И еще винт есть здесь. Мы его тоже откручиваем. Вот теперь будет все. Теперь мы сможем легко снять кулер. Сможем легко его снять. Значит, как мы его снимаем? Это за это место и за это. И поднимаем. Или можно даже его снимать. Смотрите, главное здесь не погнуть вот эти трубки. Главное их не погнуть, потому что качество охлаждения из-за этого может утратиться. Если вы особенно очень сильно их погнете, потом обратно их выгнете, то тогда качество охлаждения процессора и видеокарты, оно ослабеет. И этого допускать нельзя. Так, как мы будем его снимать? Смотрите, вот можно даже снимать вот эти вентиляторы. Нет, вентилятора нет. Короче, снимаем его. Давайте посмотрим, может быть, какой-то винтик зацепился. Скорее всего, просто тут очень много термопрокладок, и на этих термопрокладках термопрокладки очень крепко держат кулер. Нельзя допустить, чтобы погнуть медные трубки. Понимаем? Вы что-то я не снял. Что же оно не идет-то никак, а? Ага. Поднимаю вот этот вентилятор, потому что он припаян и сюда, и к этой трубке. Поэтому я не поврежу здесь, в этом месте трубки. Просто поднимаю его. Вот, мы нашли точку, как правильно его поднять. Вот то, что нужно было сделать. Вот, друзья, смотрите, что вы сейчас видите. Помните, я продувал вентилятор? Это помогло? Посмотрите, сколько пыли здесь скопилось. Теперь посмотрите на кулер, вы сейчас просто упадете в обморок. Ну, образно говоря. Посмотрите.
Посмотрите, я продувал вентиляторы. Какой вывод? Продувки недостаточно. Нужно обязательно разбирать подобные вентиляторы, подобные кулеры. Смотрите, какой кошмар. Видите, какой ужас. Ой, ой, пойду сейчас чистить. На улицу все это дело. Соберу все, что здесь. О, ребята, смотрите, еще что здесь творится. Он полностью забит. Как может такой компьютер охлаждаться? Смотрите, что здесь происходит. И очень осторожно не задеть. Когда я так делаю, вам показываю, снимаю на камеру, а я ведь могу задеть кристаллы. Быть очень аккуратным, чтобы это ни в коем случае не случилось такой беды. Я сейчас пойду чистить. Помните мою модифицированную воздуходувку? А теперь посмотрите сюда. Вот вам и лопасти. Вот вам и лопасти. Посмотрите, какие они грязные. Видно вам, надеюсь? Чистим. Чистим. Чистим, чистим, чистим. А мы чистим. Вот так вот. Это все чистится, ребята. Я не знаю, как другие мастера это делают, так, не так. Я делаю это так. Я делаю это только так, и никак иначе. Да, это все не снимается обычно на камеру. И не всегда клиент ценит мою работу. Но вот уже лучше, правда, друзья? Много лучше стало. Так. И второй вентилятор у нас здесь на компике. Так. Его можно просто снять. Смотрите, еще тоже куча пыли. Куча пыли. Вот, такое дело. Ну, тут тоже та же ситуация. Столько же пыли, которую надо счистить. Именно таким образом. Да, прям в подъезде продуваю. Потом подметаю и все. Значит так, друзья, смотрите сюда. Видите, если потрогать термоплаты, они не влажные. Давайте рукой это сделаю.
Да, они липкие, влажные. Если термопрокладки влажные, их не нужно менять. Потому что любая ошибка в их установке, если вы спутаете полмиллиметра, вы просто угробите свой компьютер. Не делайте этого. Оставьте все как есть. Да, конечно, если они неровные какие-то там, или бывает такое, что китайцы положат вместо прокладки изоленту, это, конечно, нужно снять. Бывает так, да, бывает такое, что у меня был случай, что в новом компьютере вот на это место была вместо термопрокладки была наклеена желтая прозрачная лента. Это просто ужасно. Это делается для того, я не знаю, может быть, работник делает это из-за зависти, может быть, такое руководство, что надо, такое в компании, такие правила, что надо такое делать для того, чтобы через 3 года компьютер умер. Может быть, тоже может быть, неизвестно. Такое бывает. Так, что мы делаем сейчас? Мы меняем термопасту. Это можно сделать. Старую термопасту можно снять обычной кухонной бумагой. Или ватой со спиртом. Можно без спирта. Смотря в каком состоянии находится. Мы делаем вот что. Много не надо класть. Берем пальцем и размазываем по поверхности. Аккуратненько размазываем по поверхности. Немножечко зацепит, ничего страшного. Вам не нужно переживать, если вы там немножечко не попали куда надо. И здесь делаем то же самое. Здесь можно остатки так вот. Так, и тут тоже можно. Дорогие друзья, все. Сейчас мы будем ставить назад кулер. О, щель сейчас.
Весь компьютер в кадр попадает. Значит, смотрите. Берем вот так. И ставим его. Очень-очень аккуратно. Очень аккуратно ставим. Закручиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поехали. Первый закрутили, второй. Третий. Четвертый. Отлично. Теперь берем винтики. Закручиваем пятый. Стой. Седьмой. И восьмой. Прикручиваем вентиляторы. Надо закрутить здесь 3 винтика. И здесь 3 винтика. Так, закручиваем здесь. Тихо, так тихо, на землю спускаются грезы. Так, что мы делаем теперь? Мы подключаем вентиляторы. Это можно сделать просто рукой. Просто вставляем правильно до щелчка. Эту ленту можно так вот приклеить, она была. Так, здесь и здесь. До щелчка. Мне нравится, когда Samsung переключается на другую камеру, то качество картинки становится до щелчка. Всё. Есть. Отлично. Так. Видите, что оно не держит. Не держит. Эта вот лента, когда ее мы разобрали, теперь она не держит, потому что клей уже недостаточно хороший. Тогда мы ее полностью снимаем. Берем другую ленту. У меня такая есть черная матерчатая лента, очень, кстати,
неплохая. Очень крепкая. И делаем так. Отрываем кусочек. Так, и приклеиваем. Можно ножницами так вот отрезать лишнее. Готово. Вот и все. Что мы еще не сделали? Мы не почистили от пыли вот эту крышку. Что мы сейчас и сделаем. Все. Собираем. Все собираем назад. Как оно было. Так. Отлично. Я советую, прежде чем закручивать корпус, включить ноутбук и посмотреть, как все работает. Смотрите, когда я чистил, когда я чистил, эти клеточки, видите, это потому что с клавиатуры вышла пыль на экран. Получился такой отпечаток, хотя до этого не было. Интересно, да? Ну, сейчас мы это все отмоем. Протрем. Так. Включить батареечку. И включить ноутбук. Включаем. Ура! Включился. Отлично. Надо подключить блок питания, чтобы проверить его. Чтобы проверить перегрев. Все ли хорошо, нет ли перегрева. Включаем блок питания. Подключаем блок питания. Так, вот не здесь. Он подключается сзади. У этого ноута. Все, есть. Так, что мы делаем теперь? Подключаемся к моей сети Wi-Fi. Так, пароль. Тут на русском языке, на английский. Вперед пароль. Печатаем пароль. Новый звук. Вентилятор шумит. Какой-то из вентиляторов шумит. Видите, хорошо, что мы не закрыли ноутбук. Не закрыли вот эти все винтики. Не закрыли крышку этими винтиками. Смазал вентилятор, который шумел. Включаем. Включаем монитор. Пускаем CPU Z.
Запускаем Bench. Стресс CPU. Стресс CPU запустили. Теперь смотрим, что у нас здесь. 92 градуса по Цельсию. Посмотрим, что произойдет со временем, потому что вентиляторы сейчас сильно начали работать. Если температура понизится, то это будет хорошо. Вот, он начинает снижаться, видите? Значит, все работает. Паста, вентиляторы, все работает. Все длинные винтики мы закручиваем куда? Вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Все остальные мы закручиваем все остальные одинаковые винтики мы просто закручиваем. Неважно куда. В конце своей работы я всегда протираю ноутбук. Отмываю даже. Аж душа радуется. Я хотел еще проверить видеокарту, если все хорошо. Я совсем про это забыл. Давайте используем Heaven. И проверяем видеокарту. Интересная у человека заставка на рабочем столе. Видео обои это называется. Запускаем Heaven. Agree. Run.
Вот и все, друзья. Ремонт окончен. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал.